Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. Сегодня тема видеоурока «Декор на стеклянной поверхности». Мы будем декорировать с вами бутылку, но с помощью этой техники вы с легкостью можете задекорировать любое стекло, вазу, какое-то блюдо, панно сделать стеклянное по вашему усмотрению. Так, приступим. Для работы сегодня нам понадобится стеклянная бутылка непосредственно, декупажная карта, клей, лаки, краски, потали, полный перечень, как обычно, ниже под видео. На первом этапе я очистила бутылку, прошлась после этого спиртом, и она полностью готова к работе. Что мы сейчас сделаем? Мы будем клеить декупажную карту в первую очередь. Как мы ее будем клеить? Это будет обратный декупаж, в принципе. Но с помощью лака мы будем убирать верхний белый слой и делать ее совсем-совсем тоненько. Прям она будет растворяться, как будто нарисована. Совсем не будет видно белых моментов и переходов. Так. Для этого мне понадобится клей. Я использую Кива. Пожалуйста. Текуриловский. Он не хорошо работает в этой технике. Так, я сказала клей. Лак. Лак мы используем Текурила, Кива. Он мебельный лак, глянцевый. Прошу прощения. Значит, мы наносим в то место, где мы будем клеить декупажную карту. Сейчас нанесем на карту. Прям не бойтесь. Хорошенько. Так, это жирненько. Здесь самое главное, чтобы лак не зашел, не попал на обратную сторону. Вот только на красочную поверхность наносим. И прикладываем. Смотрите, после того, как вы приложили, уже его шевелить, двигать в разные стороны нельзя. Вот приложили и оставили. Также убираем излишки воздуха. Аккуратно разгладить надо, необходимо. Но следите за тем, чтобы лак не попал на поверхность. Это важно. Оставляем до полного высыхания. Сейчас я влажной салфеткой уберу лак, который не нужен мне на поверхности, на стекле. Конечно, дома лучше всего оставить это все на ночь, чтобы он хорошо-хорошо просох. Старайтесь не ускорять этот процесс. Все, и пока оставляем до полного высыхания. Пока сохнет карта с лаком, мы приступим к нанесению грунта. Смотрите, у меня сама по себе форма бутылки красивая. Я не хочу полностью забивать ее краской, утяжелять, да, я хочу ее такую воздушную видеть. Поэтому грунт я буду наносить только на некоторые места. Как я это сделаю? Я использую черный грунт. Конечно, я покрою крышку. Она мне такая не нужна. Мы будем сюда наносить
спаталь. Сразу с помощью влажной салфетки можно убрать все лишние моменты. Сейчас верх подсохнет, и тоже я проделаю с нижней частью бутылки. Так, пока грунт на поверхности высыхает, мы приступим к обработке карты. То есть будем снимать верхний белый слой бумаги. Еще раз напоминаю, дома, пожалуйста, оставьте как можно дольше этот весь процесс высыхания. Пусть она у вас хотя бы ночь или сутки полежит. Для этого нам понадобится водичка, мы увлажняем. Или вы можете набрать в емкость какую-то воду и пальчики увлажнять. И теперь аккуратно вот такими движениями, как бы скатывая, да, бумагу, давить не надо, торопиться тоже здесь не следует. Все спокойно. И вот такими скатывающими движениями убираем верхний слой. Как только чувствуете, что бумага рвется, не скатывается, как бы прорывается, чуть-чуть увлажните. Сильно мочить тоже не нужно. Все аккуратно, постепенно, тихонечко. Смотрите, я в процессе очищения белой поверхности еще вот аккуратно, да, делаю края такими неровными, неаккуратными. Не нужны они мне в этой истории вот прям идеально ровные. Поэтому я вот прям пальцем аккуратненько их снимаю, краешки. Так, верхний слой мы сняли, вот, чтобы было видно. Да, такой прозрачный получается эффект, очень красивый. Не знаю, видно вам, может, на фоне футболки будет видно. Приступаем к дальнейшим работам. Что будем делать сейчас? Сейчас я возьму полупрозрачную перламутровую коричневую краску и тоже пройдусь в местах, где я наносила черный грунт. После чего мы все высушим и покроем лаком. Все, покрыла все, повторяю, полупрозрачной перламутровой коричневой краской. И сейчас хорошо все просушу. Краска высохла на поверхности, сейчас я все покрою лаком. Так, я покрыла лаком. И сейчас необходимо высушить хорошо поверхность. Пока лак высыхает на поверхности, я займусь изготовлением объемных элементов. Для этого я использую силиконовые молды и глину. Используйте влажную салфетку. Это очень удобно, чтобы убирать лишнее, да, лишнюю глину. И края будут более ровные, аккуратнее будет выглядеть изделие.
Так, элементы готовы. Сейчас я дам чуть-чуть время им схватиться и буду покрывать черным грунтом. Объемные элементы у нас подсыхают. Тем временем я покрою поверхность, там где клеили карту, клеем для золочения. Буду покрывать там, где я буду использовать листовую поталь в первую очередь. Ждем высыхания на отлип. Пока клей для золочения подсыхает на поверхности, высыхает точнее на поверхности, я нанесу черный грунт на объемные элементы. Так, грунт нанесен, пусть немного подсохнет. Пока мы наносили грунт, клей для золочения хорошо подсох. На отлип, видите, все. Очень просто тестируется. И стал он прозрачный на поверхности, что немаловажно, тоже обращайте на это внимание. Берем сейчас обычную листовую поталь. Остатки не выбрасывайте, складывайте куда-нибудь в баночку или так храните. В дальнейших работах обязательно вам они пригодятся. Посмотрите, какой красивый эффект получился. Как сияет на поверхности, да, красиво. И рисунок как преобразился. Вот такой замечательный метод. Но это еще не все, мы продолжаем нашу работу. Сейчас я покрою шелаком поталь. И пока шелак будет высыхать, я буду приклеивать объемные элементы, начиная с крышки. Как обычно, использую клей ПВА строительный. Пока объемные элементы будут приклеиваться, оставим их в покое, пусть они схватятся на поверхности. А я сейчас коричневой краской пройдусь в тех местах, где у меня поталь легла, листовая поталь, легла там, где я не хотела ее видеть. Поэтому я сейчас аккуратно выровняю эту поверхность, уберу лишнюю поталь.
Сейчас я коричневой краской закрою те места, где попала листовая паталь, а там она мне не нужна. И также пройдусь по объемным элементам. По верху выделю еще коричневым цветом, выделю объемные элементы. Все, сейчас необходимо оставить, пусть все хорошо высохнет. Краска высохла, и сейчас я покрою все поверхности лаком. Лаком покрыто, и хорошо высушить. После того, как лак хорошо высох, снова берем клей для золочения и наносим в тех местах, где мы хотим работать паталью ватой или пылью паталью, как вам угодно, называют разные производители по-разному. Так, клей для золочения нанесла, сейчас подожду, как обычно, на отлип, высыхание на отлип. Все, высох на отлип клей, и сейчас беру паталь вату, накладываю ее везде. Предупреждаю, сильно летит, очень блестит, поэтому максимально поверхность закройте, потому что долго будет все блестеть. Так, нанесла паталь, вату паталь. Она хорошо выстоится, впитается. Где-то через сутки, на следующий день покроете все лаком, будет все великолепно стоять. Я немного протерла влажными салфетками там, где я хотела сделать перепады, потертости, чтобы это все как-то между собой сочеталось. Вы можете так не делать, это уже дело вкуса, опять-таки, как вариант. Сейчас я с помощью жидкой патали, цвет шампанья взяла, выделю объемные элементы, потому что они как-то грубовато смотрятся в сочетании со всем остальным фоном. Просто кисточкой. Так, сейчас украсим стразовой нитью. Выделим некоторые элементы. Уважаемые рукодельницы, подошел к завершению сегодня видеоурок. На нем я показала, как использовать технику, еще называют ее лицом вниз. То есть снимаем полностью белый слой бумаги. Остается у нас тоненькое прозрачное красочное изображение на поверхности, в результате чего можно создать вот такой необычный эффект, очень красивый, очень приятный. Эту технику можно использовать не только на стекле, но и на дереве тоже. Запомните, лицом вниз всегда. Также мы поработали с паталью, с объемными элементами. В итоге получилась такая необычная, красивая бутылка. Опять-таки напоминаю, не привязывайтесь к бутылке, можно сделать таким же способом вазу, блюдо, да все что угодно. Все, что вам придет в голову, пожалуйста, экспериментируйте, применяйте техники, создавайте свои неповторимые вещицы для вашего дома.
Дорогие рукодельницы, творческие феи, напоминаю, не забывайте подписываться на наш канал «Колыбель искусства». Также оставляйте свои комментарии и лайки, это помогает развиваться мне и моему каналу. Впереди вас ждет много всего интересного. До скорых встреч и давайте творить вместе.